Так, давайте собираться снова. Ну, у меня в прошлый раз получилось, да, там с половины эфира пропал свет, не свет, а звук. Будем надеяться, что сейчас переподключение тоже потребует время, по крайней мере, этим программам, которые установлены на поиск и обнаружение любой информации, которая может поработать на то, чтобы нас объединить. Понимаете? Если раньше эти боты все были настроены на то, чтобы убрать какую-то информацию относительно там какой-то позиции, там, то есть скрипты в этих программах, а они же на вербалику переводят ее, и компьютеры реагируют и находят то, что им нужно, то сегодня очень большое есть ощущение, что эти все боты переписаны на то, чтобы любая информация, которая говорит о объединении и примирении, была стерта. Вот. Поэтому я могу, уже проверила, в прямом эфире рассказывать про то, что Украина forever, слава Украине, там, смерть ворогам, меня не забанят. Или там начну сейчас активно, даже проверила, да, когда эфир свой провела с названием «Спасибо Путину». Да, я его благодарила за то, что ему удалось и его армии за пару суток соединить и мобилизировать мой народ, и это не удавалось на протяжении веков ни одному из наших правителей. И вот это не забанили. А так интересно, информация, которая идет на соединение, информация, которая идет на объединение, банится. Поэтому надеюсь, что я успею сейчас, до того, пока меня вычислят, рассказать то, что я думаю, и то, что я знаю, то, что я чувствую, и то, что я вижу. Итак, буду говорить быстро. Работает славянская мать, работает славянское сознание. Началась работа с украинцев. Пробовали белорусов качнуть, россиян было невозможно качнуть. Качнуть – это значит вспомнить, кто мы. Мы спящие боги, мы архангельские чины, мы те, кто должны этому миру вообще рассказывать про первоначало, давать базовые кода. Мы самые талантливые из тех, что есть. Я сейчас очень прошу вас не путать это с избирательностью, избранностью еврейского народа и всех тех проекций, которые говорят о том, что мы лучшие и все за нами. У меня эта история абсолютно аргументирована, не потому что мы лучшие, там, а потому что с точки зрения мироустройства, с точки зрения создания материальных форм было некое первоначало. Это в Библии, это в Коране, это в Ведах, это везде. Вначале был первый спектр, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово стало плотью. Это было сва, это была первичная вибрация, первичный звук. Вот она и есть славянская мать. Первый спектр, первый свет, из которого стали потом образовываться все другие формы, все другие цвета. И поэтому славяне своего рода носители этих первичных спектров. И сейчас вся эта работа по апгрейду нашей матрицы реальности идет через этот первокод. Но не все славянские души в славянских телах. И не во всех славянских телах славянские души. Поэтому, дорогие мои, те, кто считают себя славянами, но в вашем сердце ненависть, все, кроме любви, боли и сочувствия не Украине, а тому, что мы как люди сейчас проживаем, то вы ни хрена, прошу прощения за сленг, не славянин. Вам дано тело, а душа и чистота и вибрация, в которой находится внутри вас, очень далека от того, с чем вы привыкли себя идентифицировать. Именно поэтому идет такой огромный отзыв людей из разных национальностей, из тех, кто просто не могут этому сопротивляться, кто просто не могут этому не даваться. Поэтому мы видим, да, что какие-то колоссальные идут православные службы, на которых стоит Борис... Господи, забыла его фамилию, Джонсон, да, прикиньте, он в православной церкви стоит всеношную и молится за Украину. Евреи стоят, молятся за Украину. Не все, но те, кто по какой-то причине не могут этого выдержать, не могут, у них есть отзыв. Это люди на всей планете. Это Швейцария, это Франция, это Германия, это малые большие страны, это острова, это
шаманы, это конфессии всех религий. Вот представьте, какое идет сейчас единение славянской души. Еще раз хочу сказать, славянская душа, не национальная, славянская душа, это те, кто мы есть на самом деле. А мы дети славы, дети Бога. Сейчас идет возрождение, сейчас идет апгрейд. Все, это такое краткое содержание всего того, что я говорю на протяжении всех последних дней. Что нового я могу вам сказать, особенно если вы смотрите мои новости и следите. Вчера впервые во время Атмосатсанга я увидела работу с россиянами. Я была в легком шоке. Почему мать не работает с Россией? Почему? То есть у меня нет никакой идеи про то, что там Киевская Русь это Русь, а россияне это москали, там еще кто-то. Нет, я прекрасно, хорошо знаю, что мы все одна душа, что мы все одно целое. Как и знаю, что и те же британцы, и те же варяги, и многие другие тоже мы. Вот. А тут, казалось бы, ну прям вообще, да, вот, ну это же мы, в чем вопрос? Я увидела очень интересную работу, я ее записала сразу же после Атмосатсанга в прямом эфире, поэтому не хочу сейчас повторяться, а хочу рассказать про другой опыт. Несколько лет назад, когда только начался ковид, мы делали полевое исследование. Мы определяли, когда он закончится. Знаете, вот он начался, вся страна наша, а потом и вся планета, в принципе, сели вот в этот вот локдаун, и мы хотели просто видеть, что происходит. Мы зашли, мы увидели, что ковид работает, мы увидели, что он нас готовит к переходу, что он готовит нас к чему-то большему, и мы не могли, мы увидели, что это такое разношерстное, и мы начали ставить сначала линию времени, месяц, два, 3, год, и каждую страну. Нас было, по-моему, человек 20 с чем-то, поэтому сколько там кого хватило по ридерам. И среди этих всех стран была, естественно, Россия, Украина, там из Европы несколько стран мы поставили. Ну, в общем, это сколько хватило людей, так мы эту карту мира условно и сделали. И ковид говорил о том, что это общая работа, переход, перевод, способность дышать энергиями нового времени. И тут одна из наших коллег, я думаю, Наташа, ты меня простишь, это ж не секрет, Наталья Дончук, говорит, которая была Россия, она говорит: так, ребят, у вас там что-то свое, мне тут свое происходит. У меня свое что-то происходит, говорит, я триггернута чем-то другим, чем-то, у меня, говорит, вообще. И я тогда нырнула туда, в тот файл, и увидела следующее. Увидела, я так понимаю, что это или Урал, или ну, точно не то, что мы с нашей стороны привыкли считать Россией. Ну, а у нас как? Россия это что? Питер, Москва и еще пару городов, которых громко там мы знаем. Ну, по крайней мере, я говорю про ту категорию, про себя, про ту категорию людей, которые воспринимают Россию как тех, кто на фасаде. А это прям какая-то глубинка. Глубинка, которая начала интересовать исключительно своя жизнь. То есть мы увидели, что это митинги не за Украину там, или за войну, или за... Ну, то есть тогда вообще даже мысли этой не было. Это митинги за то, что наш король нас куда-то не туда ведет, наша жизнь становится хуже, то есть это обычные заводчане, это обычные люди, которые возмущены и которые по большому счету сбрасывают своего царя. И после этого идет великое объединение условно Советского Союза. Но Советского Союза не в том понимании, как мы его знаем, а в объединении народов, в которых правительство, по большому счету, как такая окончательная проекция сознания данной территории, растворяется. Конечно, идет замена бионосителя, замена правительства, и строится какой-то новый мир. И этот мир не Советский Союз, это мир, где мы с Европой, где мы с Севером, где мы из Саудовская Аравия, там какую-то вообще прям свою историю, я тогда видела, должна сыграть. Вообще мусульманский мир какую-то свою историю должен сыграть в примирении вот этих всех христианских расприй. Потому что если посмотреть, сколько конфессий христианских расприй внутри христианского эгрегора, а это наш духовный канал, то мы приблизительно можем понимать, что происходит с нашей славянской душой. И когда заходит спектр Аллаха, они как-то там тоже все что-то дополняют, и идет такое, вот тут идет золотой век, всемирное объединение. К чему, да, я все это вела? К тому, что
у людей больше силы, чем мы себе даже можем представить. Она не будет включена на морали, патриотизме, какой-то человечности. Мы до нее не доросли. До нее доросли многие западные наши души, в силу того, что у них уже давно есть система безопасности, питания, защищенности, и эти души уже иерархически продвинулись в эволюции своего познания, развития и проявления выше, и поэтому они реально сейчас способны немножко с другой позиции понимать, что человечество сегодня стоит на таком сломе и поиске новых смыслов, новых систем ценностей. Я хочу вернуться к нам, к тем, кто пока страны третьего мира. И мы страны третьего мира не потому, что мы там экономически отстаем, мы реально, ребят, отстаем в эволюции и должны пробуждаться, тем более, как я уже сказала, что мы вообще должны тех, кто пробудить должен абсолютно все. Так вот, мы все еще на животном уровне. Животный уровень, он следующий. Сегодня сознание каждого украинца, которые сидят в своих квартирах, в своих домах и заботятся только о том, чтобы был свет, чтобы было тепло, чтобы было безопасно, чтобы дети твои не плакали, чтобы жена твоя, мама твоя не истерила, там, да, дают там какую-то помощь друг другу, у кого есть больше ресурсов, прям выходят и начинают там помогать большему. И нам сейчас вообще все равно, что с Китаем, что с Британией, что с Саудовской той же Аравией, что, то есть в силу объективных причин наше сознание полностью сфокусировано на том самом ценном. И сегодня мы шутим, да, по крайней мере, у нас там атмологи шутят, что сегодня как никогда хочется работать, сегодня как никогда хочется платить налоги, сегодня как никогда хочется стоять в пробках, хочется обычной жизни, и ты понимаешь, что все остальное не имеет значения. Вообще не имеет значения. То есть идет глубочайшая переоценка понимания ценностей и всего остального. Ковид нас к этому подвел, да, те, кто прошел ковид и в тяжелой степени провел, и те, кто сам у себя спрашивал, а зачем мне тогда оставлять жизнь, на что я ее потрачу, да, как я не распоряжусь. Так вот, сегодня происходит что-то похожее, но в более глобальной сети. Так вот, когда это произойдет непосредственно у российского народа, которого якобы не трогало, да, вот они там новости смотрят, они все сфокусированы на таком мониторе, который назывался там то Украина, то Казахстан, то Сирия, то что-то там у них там происходит, да, и это как будто становится прям темой разговоров, обсуждения, мы тем помогаем, тех спасаем, тем сейчас расскажем, как жить, а у нас типа все хорошо. Но когда тронет это внутреннюю каждую семью, когда нафига мне эта Украина, зачем мне этот Крым, зачем мне этот Ирак и все остальное, если у меня прямо сейчас в моем доме есть вопросы, которые нужно решать. И вот представьте, через это, когда ты свое сознание из внешнего начинаешь фокусировать на что-то внутреннее, на что-то свое, мы вдруг встречаемся. Мы вдруг понимаем, что вне зависимости от того, ты россиянин, украинец, казах, индус, африканец, британец, вообще не имеет значения, кто ты. Нам все важны одни и те же ценности. Мы верим как будто в разные вещи, мы как будто имеем свою разную правду, мы как будто говорим о разных вещах. Но по сути то, что мы чувствуем и то, чем мы являемся, является неким целым. И вот там будет место встречи. Не за мир, не против войны, не за Украину, не против Путина, не за там кого-то, за себя. За то, что важно для меня, за ту ценность, которая важна для меня, за не ту правоту, которую я знаю, а за то, что настоящему для меня сейчас важно. А для меня сейчас важно иметь возможность там, заплатить за это, выехать за границу, вести свой бизнес, решать какие-то вопросы, строить какие-то отношения с чем-то внешним. То есть абсолютно каждое я сейчас должно подумать про себя, и из этой встречи внутри себя мы каждый встретим друг друга, а потом увидим, и это увиденное осознает, что оно и есть целое. И это
толчок произошел во вчерашнем Атма-сатсанге. На этом Атма-сатсанге присутствовало несколько сотен человек, идет активная работа, идет активный разворот, и я безмерно счастлива и плачу просто от счастья, что наконец-то сейчас будет задействовано сознание той части славянской души, которая по какой-то причине через Украину перелилась на всю планету, но не была задействована эта работа на русскоязычное население. Поэтому с надеждой, с вдохновением буду ждать. Сейчас сниму очки. У меня, я в очках, я для новеньких говорю, у меня большая чувствительность на свет, мне физически больно быть без очков. Поэтому я в очках, да, но сейчас сниму, для того, чтобы посмотреть вам в глаза и сказать, что, ребят, все только начинается. Идет новая эра, идет возрождение, идет соединение. И это мы. Это мы, наши правители, это просто наши проекции. Все, что мы сейчас видим во внешнем, это просто старые конструкты. В сердце каждого из нас должно произойти это примирение. У кого его нету, простите меня, вы не славяне. Вам еще придется проходить эволюционный путь для того, чтобы очистить свои спектры и вспомнить тот первоначальный спектр и свой истинный источник, чьих вы дети. А мы все дети Матери Славы, чести, доблести. Мы православные души, мы достойные до всех 100 носителей своего благого рода. И если ты это, то ты не можешь быть ничем другим. Если ты пока не это, с молитвой о том, что всему свое время. Люблю, целую, обнимаю. С вами была ваша Эва. И до встречи. Ой, простите, так увлеклась всем. Мы сейчас со своей командой готовим к вам завтра предложение. Мы готовы работать для вас бесплатно. Мы готовы делать площадки, где будем делать кайтон-сессии, виженги на внутри личностное примирение, на соединение своего мужского и женского. На общем собираемся большую работу делать. Вся работа будет бесплатной, абсолютно вся. Мы собираем всех в телеграм-канале, потому что сегодня с соцсетями достаточно сложно работать. Там будем выдавать все, что необходимо. Поэтому, если вы хотите не просто слушать, а хотите действовать, заходите, и мы будем вместе предлагать свое ахо, свое присутствие, свои тела для той большой прекрасной силы, которая сделает свою работу с нами или без нас. Но давайте насладимся процессом.